Привет, друзья! С вами снова канал Не Беглый. Мы продолжаем говорить без лжи, без страха, без цензуры. Мы подготовили для вас очередной дайджест недели с нашими авторскими взглядами на важные события. Конечно, новостная повестка всю прошлую неделю крутилась вокруг выхода на свободу Сергея Тихановского. Но были и другие новости, которые заслуживают нашего с вами внимания. По традиции призываю вас подписываться на наш канал, делиться видео со своими друзьями и близкими, обязательно оставлять комментарии и ставить лайки. Это помогает в развитии канала. Ну а теперь переходим непосредственно к новостям. Поехали. Сергей Тихановский сразу после выхода на свободу активно ворвался в медиапространство. И вы знаете, у многих белорусов такая его активность снова возродила надежду на то, что мы сможем скоро вернуться в свободную Беларусь. И это, безусловно, позитивный момент, потому что за 5 лет белорусы в эмиграции устали и выгорели. И это очевидно. Тем не менее, я отношу себя к числу осторожных скептиков по поводу Сергея Тихановского. Не к его харизме или способности собирать вокруг себя людей, а по поводу его физического и психологического состояния. Спросите любого политзаключенного, как он себя чувствовал после выхода на свободу, особенно в первые дни. Выражение «голова шатается» в этом случае можно понимать в буквальном смысле слова. Добрый день, шановные белорусы. Давайте. Я хочу подяковать Сергею и Светлане за то, что они нас объединили. Поэтому я пока что осторожно отношусь к лозунгам и призывам, которые Сергей Тихановский озвучил на своих выступлениях в Варшаве и Вильнюсе. Я по-прежнему считаю, что нужно дать ему время прийти в себя, самостоятельно погрузиться в новостную повестку и уже после этого смотреть на его слова и действия. Я не исключаю, что Тихановский может стать тем самым символом, вокруг которого белорусы могут снова объединиться, как в 2020 году. Но пока что, на мой взгляд, об этом рано говорить. Прошла всего неделя, и если он находился в информационном вакууме как минимум года 3, то за это время невозможно полностью понять и осознать состояние белорусского общества. Громкие призывы объединиться ради главной общей цели – вещь хорошая, но одних призывов и лозунгов мало. Такой подход сработал в 2020 году на волне всеобщего подъема, но в 2025 он не сработает. Многие прошли через репрессивную машину и понимают, что нужен четкий план действий, подкрепленный ресурсами, в том числе человеческими. Еще я надеюсь, что Сергей не попадет из одного информационного вакуума в другой, что он сможет пообщаться не только со сторонниками офиса, но и с его критиками, и не станет только по одному этому признаку разделять людей на героев и врагов. Также я рассчитываю на встречу с ним, и даже, чем черт не шутит, на то, что он согласится на эфир или интервью с нашим каналом. Ведь он должен прекрасно понимать, что бывшие политзаключенные – это основной человеческий актив для будущих изменений в нашей родной Беларуси. Пока что хочу пожелать Сергею и другим политзаключенным, вышедшим на свободу, скорейшего восстановления, здоровья, сил и поменьше разочарований. А с выводами о возможностях Сергея Тихановского стать лидером новой волны сопротивления давайте повременим. Как и с выводом о причинах, почему режим выпустил именно Тихановского, а не других лидеров 2020 года. Медиаэффект от Сергея Тихановского перекрыл всю другую новостную повестку. Но мы не дадим пропасть другим важным событиям, потому что есть вещи, о которых забывать нельзя. Снова в эфире всплыла госпожа Мельникова. На этот раз благодаря киберпартизанам. В своем аналитическом обзоре киберы дают примерный расклад, что же все-таки происходило с Мельниковой на протяжении всего периода ее работы в Демсилах. И картинка вырисовывается не очень приглядная, особенно для ее шефа и ярых сторонников, которые с пеной у рта защищали Анжелику. Согласно информации киберов,
Мельникова до своего исчезновения в начале 2025 года как минимум около 2 лет находилась под колпаком КГБ. А учитывая ее бэкграунд из Беларуси, очень похоже, что она была заслана сюда специально. И теперь можно только догадываться, какой объем информации о деятельности демсил в эмиграции получили спецслужбы. И почему-то не покидает ощущение, что господин Латушка и компания прекрасно знают об этом. Но, видимо, по старой лукашенковской привычке надеются, что у белорусов короткая память. Так вот, не надейтесь. После 2020 года память стала лучше. А если вдруг подведет, то интернет помнит все. И мы не отпустим фокус внимания с исчезновения госпожи Мельниковой. Заодно обращаясь к Пал Палычу с призывом обнародовать ответы из соответствующих польских структур. Ведь с его же слов им написано обращение в польскую полицию. А мы все знаем, что бюрократическая машина в Польше по многим пунктам не уступает белорусской. Это значит, что есть какие-то сроки ответа. И белорусам очень хочется увидеть эти ответы. Только не со слов Платушка, а в виде реального документа. Как говорится, словам вашим веры больше нет. Хватит, накушались. Также хочу сказать спасибо киберпартизанам, что опубликовали обновленную информацию по кейсу Мельниковой. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Команда Пал Палыча привлекла наше внимание на этой неделе еще одной новостью. На этот раз выступил правая рука шефа, небезызвестный Артем Брухан, проделавший довольно быстрый путь из Брестского облсполкома в спикеры Координационного совета. Привлекло его выступление словами, что он не видит проблемы в том, что белорусы стали чаще получать отказы в международной защите. Мол, ничего страшного, это не глобальное явление. Просто к белорусам стали относиться по-другому, как ко всем остальным беженцам. Вот так вот просто. Снова не видят никаких проблем и не хотят брать на себя ответственность, что это именно их НАУ, КС и офиса недоработка. Такое отношение, как мне кажется, обусловлено тем, что большинство тех, кто заседает в НАУ, офисе и ОПК, уже давно имеют необходимые документы для легализации в ЕС, а многие уже давно имеют другое гражданство. Чего удивляться, если даже агент Анжелика смогла его получить? Поэтому сейчас проблемы простых белорусов, которые по-прежнему вынуждены бежать от режима, их мало интересуют. Потому что свои-то проблемы они уже решили. В этом же ключе вспоминаются слова господина Добровольского, одного из серых кардиналов офиса, о деле Гаюна. Его слова о том, что, мол, задержали пару человек, ничего страшного, вызывает обоснованную злость и недоумение. Тем более на фоне новостей о том, что по делу Гаюна прошли не только задержания, но уже и первые суды. Всем этим кабинетным деятелям было бы полезно съездить на 4 года в белорусскую колонию, чтобы потом трижды подумать, прежде чем бросаться такими фразами. И здесь хотелось бы заверить всех этих деятелей, что про дело Гаюна, как и про другие сливы, мы не забудем. И за них рано или поздно придется отвечать. А теперь поговорим немного про белорусскую так называемую независимую журналистику, которая, к моему глубокому сожалению, на практике оказалась очень даже зависимой. И очень часто в своей способности изворачивать факты и однобоко преподносить информацию не уступает даже пропагандонам режима. На неделе свою минуту славы получил и ваш покорный слуга за эмоциональный комментарий под первой конференцией Сергея Тихановского. К сожалению, наша Нива снова выдернула отдельную фразу из контекста, добавила своего художественного вымысла и преподнесла под своим соусом мои слова. Многие комментаторы даже не удосужились почитать первоисточник, чтобы сделать правильные выводы. Такой подход нашей Нивы и других независимых СМИ лишает работы пропагандонов режима. Им даже не надо ничего выдумывать. Они просто берут и репостят у себя сообщения типа независимых журналистов.
И возникает резонный вопрос, а не один ли и тот же заказчик у этих так называемых журналистов? Конечно, очень хочется ошибаться в этом предположении. Но эти самые, типа независимые журналисты, сами дают повод. Они даже не стесняются прямых оскорблений, используя в них свои какие-то извращенные сексуальные фантазии. И когда это читаю, то невольно вижу в них того же Озаренка, который в своей желчи и бессилии против правды переходит на прямые оскорбления. Хотя, может, такое сравнение им даже понравится. С такими-то фантазиями я и этому не удивлюсь. На сегодня это все, о чем мы хотели рассказать. Наших зрителей призываю всегда критически относиться к увиденному и услышанному. К сожалению, реально независимая журналистика и блогерство стали очень редкими и постоянно глушатся теми, кто обслуживает интересы конкретных людей или кабинетов. Но ничего, и с этим вызовом мы справимся. А чтобы помочь нам в этом, подписывайтесь на наш канал, рекомендуйте его своим друзьям, ставьте лайки и пишите комментарии. С вами был канал Небеглый. Скоро увидимся.